Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. «Катись отсюда туда, где я тебя взял. Ты без меня никто, а неуважающих мою мать здесь не будет». Аня опять проснулась от этого кошмара. Уже прошло 2 месяца, но она периодически видела это во сне. 1,5 года назад она встретила Виктора. Она тогда спешила с колледжа в общежитие и не заметила большую лужу на дороге, а водитель, проезжающий мимо, окатил ее чуть ли не до головы. Парень остановил машину, вышел, извинился и подвез до дома. Так они и начали встречаться. Он очень красиво ухаживал, с ним было легко и тепло. Аня училась на дизайнера, а Виктор работал помощником адвоката. Через полгода они поженились. Аня переехала к нему в квартиру. Виктор настоял, чтобы она бросила учебу и посвящала себя дому. Какая же она была глупая. Увы, поняла она это слишком поздно, ведь ей оставалось-то доучиться совсем чуток. Все было прекрасно 8 месяцев, пока в гости не приехала свекровь, которая решила задержаться. По мнению Маргариты Петровны, Аня делала все не так. Даже не так выносила мусор и вытирала пыль. Когда в очередной раз претензии не закончились даже при Викторе, и свекровь раскритиковала ужин, то Аня сказала, чтобы та готовила себе сама, раз ей так не нравится ее еда. Она не ожидала, что от этих слов Виктор рассвирепеет и просто вышвырнет ее из дома. Она быстро собрала свои вещи, захватила немного денег и убежала. Ночь провела на вокзале, а на следующий день нашла комнату в коммуналке и занялась поисками работы. К маме возвращаться нельзя. Ей и так хватает забот в деревне. Там еще 2 младших братьев. Так что девушка взяла себя в руки. Буквально через несколько дней она поняла, что с ее незаконченным образованием брать в офис никто не будет. Для официантки она была не столь красива, честно ей сказал администратор в кафе, и предложил работу посудомойки. Сейчас Аня была рада и этому. Ее зарплаты впритык хватало на оплату жилья и скромную еду. Про возвращение на учебу не было пока и речи. Сегодня ей в ночную смену, и она решила пройтись по району в другую сторону от кафе и поспрашивать, не требуются ли где еще люди. Буквально через пару кварталов она нашла небольшую столовую, где требовался помощник на кухню, и по времени ей подходило. На радостях она купила себе свежеиспеченный батон в этой же столовой, в магазинчике чуть подальше молока и шла домой. Проходя через подземный переход, она увидела старика, сидящего на полу, и рядом коробочка. Она видела много бездомных, но большинство что-то говорили вслух, кричали, хватали за руки, а этот старик сидел молча и только заглядывал в глаза. Аня подошла к нему поближе, разломила свой батон пополам и отдала ему, а также протянула молоко. «Поешьте». «Спасибо, дочка». В его грустных глазах мелькнула радость, и Аня не стала смущать старика и пошла домой. Ну, не будет сегодня у нее праздничного молока, но еще осталось немного чая. Ей много не надо. Теперь с 2 работами ей будет попроще, а там может подкопит денег и вернется на учебу, мечтала девушка, ложась немного поспать перед сменой. В кафе она не рассказала о второй работе. Там она старалась просто молча выполнять свою работу. Знаете, говорят, что существуют гадюшники, а не коллективы. Именно так было и у нее. Как-то раз она хотела забрать остатки еды. В тот момент ей совсем было тяжело, потому что пришлось купить новую обувь. Но за это ее отчитали и сказали, что если еще раз увидят, то уволят. А они узнают, даже если она сделает это тихо, потому что любой официант мог сдать ее начальству. Сегодня Аня намывала посуду и думала, что если в столовой будет дополнительная ставка, то она сможет оставить это ненавистное ей место. Закончив смену, она тихо ждала в коридоре водителя, который развозил работников по домам. Через 5 часов она уже была в столовой, немного не выспавшаяся,
Но это потому, что первый раз. Да и водитель вчера задержался, так как флиртовал с одной из официанток. Потом она привыкнет и будет находить окошки для сна. Да и не каждый день у нее будет выпадать вот так подряд. На новом месте она познакомилась со всеми. Здесь была совсем другая обстановка. Повар Елена была милой девушкой, старше Ани лет на 5-6. Она показала ей все. Работа была посильная. Можно было даже посидеть и выпить чай, который был даже бесплатным. А еще кормили обедом, что не могло не радовать. Аня чистила овощи, выносила мусор, мыла посуду. В столовой не была очень большая проходимость, и поэтому Аня справлялась, несмотря на усталость. Уставшая, довольная собой и с 2 пирожками в пакете, она возвращалась домой. Как давно она не чувствовала себя на работе именно так, когда ты работаешь и не замечаешь, что время уже подходит к концу. Проходя через переход, она опять увидела того мужчину. Недолго думая, она подошла к нему, присела рядом на картонку и протянула один из пирожков. Мужчина посмотрел на нее и немного улыбнулся. Это было даже видно через густую бороду. «Я Николай. Точнее, я не знаю, кто я, но все вокруг называют Николаем. А я Аня. Как вы оказались тут?» «Не знаю. Просто не помню. Поэтому и всматриваюсь в глаза людей в надежде, что вспомню кого-то или вспомнят меня. А может, в полицию обратиться?» «Обращался, дочка. Только вот они сказали, что я все вспомню, когда протрезвею. А я ведь не пью. Хорошо, что хоть целый ушел. А то мне рассказывали, как там с бомжами обращаются». Аня вздохнула. Она попрощалась с мужчиной и сказала, что будет его навещать. Так прошло 2 месяца. Аня не забывала о дяде Коле, но ее беспокоило то, что скоро будет холодно. К себе в комнату она не могла его привести. Соседи бы тут же сдали ее хозяйке, а та выгонит и ее, и дядю Колю. А тут еще ее сегодня огорошили, что в ее услугах в кафе больше не нуждаются. Хозяева, любящие экономить на всем, переложили ее работу на официантов и поваров. С одной стороны, она была рада, что ей не надо сюда возвращаться, а с другой стороны, мечты об учебе и съемной квартире уходили куда-то вдаль. На следующий день Аня сидела грустная в столовой и рисовала. Она всегда рисовала что-то в блокноте, когда надо было выплеснуть эмоции, и так как она пришла до начала своего рабочего времени, то могла спокойно сидеть в зале и рисовать. Елена увидела Аню за столиком и подошла. «Кто-то тут увлекся. Пошли работать». «Ой, и правда, я потеряла счет времени». «А что тут у тебя такое?» Лена посмотрела в блокнот. «Как красиво! А можешь подарить мне?» Аня кивнула, вырвала листок и отдала Елене. Уже на рабочем месте Аня рассказала Лене, что теперь у нее осталась только одна работа. Лена приободрила ее. Она умела поддержать в трудную минуту. Дальше день прошел как обычно и уже в хорошем настроении. Через неделю Аня сидела и чистила овощи. Она приходила немного пораньше теперь, и ей сделали доплату. Отвлек ее голос Лены. «Анька!» – озорно и как-то по-детски сказала та. «Прыгай! У меня тут такие новости!» Аня повернулась и улыбнулась. Умеет же Лена поднять настроение и зарядить оптимизмом. «Ну выкладывай, не томи. Помнишь, ты подарила мне рисунок? Так вот, ко мне на днях приходил младший брат и сфотографировал его. Оказывается, у него друг в какой-то компании хорошей работает дизайнером, и он отправил рисунок ему. Так вот, тебя ждут на собеседовании. Бегом мыть руки и иди». «Как иди? А работа? Картошка?» «Какая картошка? На крайний случай я тебя прикрою, но, надеюсь, сюда тебе возвращаться не придется, ну, если только на перекус». И подмигнула. Аня взяла листок бумаги с адресом, названием фирмы и данными человека, который ее ждет.
Это оказалась довольно большая и успешная фирма, разрабатывающая дизайны. Зайдя в холл здания, она подошла к стойке администратора и сказала: «Здравствуйте, меня ждет Александр Владимирович». Девушка за стойкой окинула Аню оценивающим взглядом и стала кому-то звонить. Положив трубку, она сказала: «Проходите, вам на второй этаж. Кабинет с самой интересной дверью». Аня пошла к лифту. Интересно, что значит «самой интересной дверью»? Но, выйдя из лифта и оглядевшись, она увидела чуть поодаль дверь, которая сильно отличалась от других. Вся дверь была в граффити, а остальные просто темными. Постучав тихонько, она услышала приглашение войти. «Здравствуйте», — тихо сказала Аня. «Здравствуй, Аня. Меня зовут Александр Владимирович. Присаживайся и давай сразу к делу. Как ты поняла, наша фирма занимается разработкой дизайнов. Есть разные отделы. Кто-то занимается дизайном интерьеров, кто-то компьютерной графикой. Мой отдел занимается разработкой обложек книг, а также иллюстрацией к ним. Я начальник отдела. Хотела бы попробовать?» «Конечно. Тогда вот тебе тестовое задание. Нарисуй набросок книги, в которой мальчик попадает в иллюзионный мир, в котором все мрачно, и он привносит туда краски». Аня, немного посидев, взялась за карандаш. Показав набросок, она боялась, что он не понравится. Но Александр Владимирович поднял глаза и улыбнулся. «Приходите завтра утром с документами. Берем вас на испытательный срок. А дальше, как проявите себя». Когда он озвучил зарплату, Аня поняла, что это больше, чем она зарабатывала на 2 работах. Вернувшись обратно в столовую, она обрадовала Лену. Аня не знала, как ее благодарить. Отработав до конца дня, все попрощались с девушкой, взяв с нее обещание заглядывать к ним. Хозяйка вошла в положение и отпустила девушку без отработки. По пути домой она принесла поесть дяде Коле и рассказала об успехах. «Как я рад за тебя, доченька! Значит, ты теперь не будешь тут ходить?» Чуть раздосадованно сказал он. «Я буду вас навещать, обещаю». Уже несколько дней Аня трудилась на новом месте работы. Сейчас ей дали задание придумать иллюстрации книги с детскими сказками. Ей очень нравилось рисовать персонажей по описанию. Когда она рисовала смешных бегемотиков, то улыбалась. На перерыве она задумалась о дяде Коле. Мысль, что он замерзнет, не выходила у нее из головы. За этими мыслями она и не заметила, как машинально практически закончила рисовать его портрет. «Кто это?» Услышала она голос Александра Владимировича. Голос был суровый, и ее пробила мелкая дрожь. Пытаясь убрать листок подальше, она извинилась, что отвлеклась немного и не заметила, что перерыв закончился. Но Александр Владимирович взял листок, хмуро посмотрел и еще раз спросил: «Кто это? Откуда вы его знаете?» Решив не юлить, Аня рассказала все как есть, но без подробностей. «Вставай и поехали». Накинув куртку, Аня выбежала вслед за начальником. Он вел машину очень торопливо, а в подземный переход вбежал вперед нее. Когда она спустилась, то увидела, что Александр Владимирович стоит на коленях перед дядей Колей, обнимает его и шепчет: «Папа, папочка, я тебя нашел! Как мы все соскучились!» Дядя Коля, как и Аня, ничего не понимали. Уже сев в машину, Александр Владимирович рассказал всем, что отец пропал полгода назад. Его объявляли в розыск, но все безрезультатно. И вот случилось чудо. Он завез Аню на работу, а сам поехал с отцом домой. На следующий день Аня узнала, что ее начальник взял недельный отпуск. Она была очень рада, что дядя Коля нашел свою семью и не замерзнет на улице. Через неделю, когда Александр Владимирович вернулся на работу, он позвал Аню к себе в кабинет. Немного стесняясь, она спросила: «Как дядя Коля?» «Все хорошо. И он Владимир. Но если тебе привычней, то можешь называть так.
Он нам рассказал, как ты ему помогала. Аня, наша семья не знает, как тебя и благодарить. Мама приглашает тебя сегодня на ужин. Отец говорит, что соскучился, и называет тебя дочкой. Мы будем очень рады видеть тебя у нас дома. Аня улыбнулась и кивнула в знак согласия. Этот вечер она провела прекрасно. Дядю Колю было не узнать, и он был счастлив. Она называла его то дядей Колей, то дядей Владимиром. А он смеялся и говорил, что ей можно его называть как угодно. После ужина Александр проводил Аню до дома. За этот вечер он взглянул на девушку по-другому. Она была умная, добрая. «Ань, а ты не хочешь закончить колледж?» «Хочу. У меня есть знакомые там. Я поговорю». Через год они все сидели за праздничным столом в семье дяди Коли и праздновали получение диплома Ани, а также помолвку ее и Александра. Ведь сегодня, когда она счастливая выходила с дипломом из колледжа, он ждал ее на ступеньках с красивым букетом и кольцом. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.